Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Extra Utilities на версии 1.12.2. Так, давайте рассмотрим генераторы RF-энергии, которые есть в этой модификации. Их тут достаточно большое разнообразие. Многие из них, я бы сказал, достаточно специфические. Вот, давайте рассмотрим по порядку. Значит, первый генератор — это генератор выжившего. Значит, для того, чтобы он генерил энергию RF, достаточно положить какой-нибудь горючий материал. Вот. Причем выдает он энергии совсем немного, как видим, да, там 5, если не ошибаюсь, единиц RF-тик. Вот, но зато у него очень простой крафт. Вот. Так, следующий механизм — это Furnace Generator. Значит, у него, примерно тот же самый принцип, на каких-то горючих материалах работает, зато лишь разница, что выдает он уже гораздо больше единиц RF в тик. Вот, ну и крафт, соответственно, у него уже будет чуть-чуть посложнее. Следующий генератор — это, значит, кулинарный генератор, да. Здесь, соответственно, энергия производится из каких-то пищевых материалов. То есть это может быть яблоко, там, например, тушеные грибы, хлеб и так далее и тому подобное. Посмотрите, сколько крафтов, просто безумное количество. Вот. Точнее, возможности для генерации энергии. Тут, правда, почему-то не подписано, сколько выдает. Вот. То есть даже из хвороста вот можно там какие-то грецкие орехи, каштан использовать. Следующий — это магматический генератор. Ну, ожидаемо он работает на лаве, да, то есть заливаем лаву, чем-то напоминает геотермалку из мода Industrial Craft. Следующий такой Heated Redstone Generator. Сюда мы тоже заливаем лаву, да, и, соответственно, в качестве катализатора мы используем Redstone. Можно даже сказать, что это, по сути, у нас генератор на Redstone. То есть, если у вас много красного камня, почему бы и нет, да? Следующий довольно специфичный — это Ender Generator. Соответственно, здесь уже работает на жемчуге Эндера, либо на око Эндера. Ну, тоже крайне специфичная штука. Следующее — это Potion Generator. Здесь уже работает на зельках. То есть, если у вас какие-то лишние зельки есть, да, вы хотите от них избавиться, то можно переработать их в RF-энергию. Вот. Причем выход достаточно неплохой, там 640, например, RF-тик, да, некоторые зелья дают. Так, следующий генератор — такой вот Pink-генератор. Такая интересная у него текстурка. И, как гласит легенда, этот Pink-генератор сделали для какой-то, если не ошибаюсь, блогерши или стримерши по Майнкрафту. Вот такой вот. Здесь он использует в крафте любые, ну, точнее, в качестве топлива любые значит, предметы, в которых есть что-то розовое. То есть розовый краситель где-то был использован или типа того. Все розовое. Далее, значит, Overlocked Generator. Здесь тоже на каких-то горючих. Вот. Ну, честно говоря, не понял особо прикола. Может быть, здесь все заключается в том, что крафт не такой простой, там, из золотых блоков. Вот. Почему так много выдает? Да даже странно. Так, следующее. Давайте посмотрим группу. Так, следующая группа у нас — это такой Explosive Generator, то есть генератор, который работает на взрывах. У него в качестве топлива либо порох, либо динамит. Давайте, кстати, если мы поставим туда что-то вроде динамита, он будет взрываться. Такие вот взрывы будут происходить. И по идее, если бы я сейчас был не в креативе, то мне бы наносился урон. Такой вот специфичный тоже способ добывать RF-энергию. Так, следующий, значит, у нас... Так, давайте вот еще раз поставлю назад. Так, следующий — это Nether Star Generator, то есть генератор, который работает на звездах из Незера. Это достаточно эффективный генератор, то есть выдает 4000 RF-тик. Вот, работает он достаточно долго, да. То есть если у вас полно звезд Незера каким-то образом, да, допустим, у вас есть там ферма по убийству боссов-визеров, то вы можете воспользоваться таким генератором, чтобы получать большое количество RF-энергии. Так, следующее, значит, Halitosis Generator. Работает он на драконьем дыхании. То есть, если вы каким-то образом набрали большое количество флаконов с драконьим дыханием, тоже как вариант. Но я бы не сказал, что там генерит много, но зато работает достаточно долго. Так, следующее — это у нас Roach Generator. Здесь он работает на всем холодном, да, то есть лед, плотный лед, снег, там, снежок и так далее. Далее, Death Generator. Здесь он работает на костях, на костном блоке, гнилой плоти и черепах визера. То есть, если у вас, например, есть мобоферма, да, из которой получается там много, например, гнилой плоти, то можно как вариант тоже рассмотреть. Вот. Так, следующий Disenchantment Generator. Здесь, соответственно, он производит энергию из переработки каких-то книг зачарования. То есть, если у вас полно каких-то книг лишних зачарованных, да, можно использовать их в качестве топлива, перерабатывать в таком вот механизме. Так, ну и наконец, Slime Generator. Здесь используется сгусток слизи, либо клей из Electromagic Tools с молоком. Вот. Генерит, кстати, достаточно неплохое количество энергии. Но, правда, достаточно быстро отрабатывает. Вот, то есть, если у вас полно слизи, да, там, или клея с молоком, то как вариант. Вот такие вот специфичные генераторы. Есть еще один, который добавили как раз-таки на версии 1.12.2. Это такой вот радужный генератор. И, по идее, он должен работать только тогда, когда у нас, во-первых, есть все вот эти остальные генераторы, плюс ко всему, вот эти все генераторы должны быть запитаны топливом. Вот, ну, я пытаться это не буду делать, потому что достаточно, долго сейчас будет все это запитывать, надо какую-то автоматизацию ко всем подводить, потому что пока я там в один буду подавать топливо, там в другом уже топливо израсходуется. Вот, в общем, он должен выдавать энергию тогда, когда все другие генераторы работают. Ну, с моей точки зрения, крайне бесполезная вещь, потому что вы замучаетесь просто все это подводить, запитывать, да, и как бы, зачем? Просто по приколу есть, конечно, можете попробовать. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.